Элизабет Кингстон ехала на своем красном спорткаре к важной деловой встрече в Лондоне, когда машина внезапно заглохла посреди улицы. В панике она заметила маленькую мастерскую с вывеской «Ремонту Джеймса» и, несмотря на гордость и статус, вошла внутрь. За машиной, заляпанной маслом, находился мужчина лет 35 в рабочем комбинезоне, Джеймс Стивенс. Его руки были в пятнах, лицо в щетине, но он работал с уверенностью профессионала. Элизабет презрительно потребовала починить спорткар, считая его простым механиком. Джеймс спокойно осмотрел двигатель и обнаружил перегрев из-за лопнувшего шланга. Он сказал, что ремонт займет пару часов, и предложил вызвать такси. Элизабет в ярости отвергла эту идею и оскорбила его, называя неграмотным. Тогда Джеймс заговорил на идеальном голландском, затем на немецком. Он обладал докторской степенью по аэрокосмической инженерии и публиковался в международных журналах. Выяснилось, что Джеймс оставил научную карьеру, чтобы ухаживать за своей сестрой, попавшей в серьезное ДТП, и работает механиком ради гибкого графика и возможности быть рядом с ней. Элизабет впервые столкнулась с тем, что истинные ценности – семья, человечность и преданность – важнее денег и статуса. После короткого ремонта Джеймс отказался от работы в ее компании, но позже, увидев его талант и принципиальность, Элизабет убедила его и сестру присоединиться к исследовательскому отделу ее фармацевтической компании. Под руководством Джеймса атмосфера в лаборатории изменилась. Сотрудники перестали бояться экспериментов, и за 3 месяца команда достигла результатов, которые раньше требовали много лет. Семья Джеймса восстановилась, сестра поправилась и стала вести активную жизнь, а Элизабет научилась ценить людей выше прибыли. Вместе они изменили компанию, создав социально ответственный бизнес, где успех измеряется не только деньгами, а человечностью. История Элизабет и Джеймса напоминает, настоящая ценность жизни не в статусе или богатстве, а в любви, преданности и готовности помогать другим. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.